Сейчас очень много людей приходит в крипту. Популярная тема с кликерами, их огромное количество в Telegram. В одного только хомяка Hamster Combat пришло больше 200 миллионов пользователей. И даже если мы выкинем из этого количества ботоводные аккаунты, это все равно огромное количество новичков в этом рынке. Большинство из этих людей даже не знают, что такое криптовалюта, как работает кошелек, блокчейн и все такое. В связи с этим в соцсетях появилось огромное количество мошенников, которые мечтают поживиться неопытными новичками и пользователями в крипторынке, предлагая свою помощь и используя другие хитрости для того, чтобы втереться в доверие. Мошенники в конечном счете заполучают себе средства новичков, а у последних остается лишь разочарование в этом рынке и ощущение, что здесь невозможно заработать, только потерять. В этом видео мы разберем с вами 7 мошеннических схем, на которые с высокой долей вероятности могут попасться новички. И рассмотрим, как же себя обезопасить и не попадаться на уловки мошенников. Все схемы, рассказанные в этом видео, носят исключительно ознакомительный характер и ни в коем случае не являются рекомендацией к применению. Помните, что за мошенничество в большинстве стран мира предусмотрена уголовная ответственность и серьезные тюремные сроки. А Интерпол в настоящий момент активно борется с киберпреступностью. Так что если вы думаете, что можете заработать нелегальных средств и свалить куда-то на Бали и жить себе спокойно до конца жизни на пенсии, то спешу вас разочаровать, рано или поздно вас все равно могут найти и впаять серьезный срок. Но все-таки верю, что большинство моих зрителей это осознанные люди, которые хотят зарабатывать в этом рынке честным путем, а не обманывать других пользователей. Меня зовут Юрий Овчаров, вы на канале Криптослон, и мы начинаем. И первая схема, которую мы рассмотрим сейчас, это софт, заменяющий адрес. Дело в том, что сейчас мошенники используют такой специальный софт, это вирусные программы, которые могут быть установлены вам на смартфон или на компьютер. И когда вы копируете публичный адрес кошелька для того, чтобы отправить себе деньги и вставляете его, например, на биржу, с биржи, например, вы вводите криптовалюту себе на кошелек, то в этот момент может произойти подмена адреса с помощью специального софта, и деньги уйдут на кошелек мошенника. Защита простая внимательность. Проверяйте несколько символов в начале, несколько символов в конце адреса и несколько символов в середине. Обязательно проверяйте начало, конец и середину, потому что современные мошенники научились даже делать похожие адреса, у которых начало и конец будут совпадать с вашим оригинальным адресом. Но это уже более продвинутая схема. В большинстве случаев для защиты достаточно проверить начало, конец, и для гарантии середину в вашем адресе, который вы скопировали и вставляете для вывода средств. И если вы вдруг заметили, что у вас подменяется адрес при копировании, то это повод бить тревогу, проверять устройство на вирусы, сносить оттуда все аккаунты бирж, кошельков и выводить все средства в какое-нибудь безопасное место, но делать это осторожно и лучше с незавирусованного устройства, а с того устройства, которое вы считаете чистым и безопасным, и защищенным от вирусов. И в принципе общая рекомендация: лучше позаботиться, если вы работаете с криптовалютами, и поставить себе на устройство антивирус. Это, конечно, не гарантия безопасности, и внимательным все равно нужно быть, но это существенно снижает уровень угроз, которые вы можете получить. Второй вид мошенничества тоже очень популярен в связи с огромным количеством кликеров. Дело в том, что в кликерах, например, в том же хомяке, вы зарабатываете виртуальные баллы. И, как правило, все основные объявления и анонсы идут в официальном аккаунте. Но очень часто новички не читают официальные аккаунты, невнимательные и не понимают, как, в общем, работает этот рынок. И когда вы заработаете, если вы новичок, первые свои 10 миллионов хомякоинов, то вы захотите их обменять на реальные деньги. И начнете писать и спрашивать в чатах, в том числе в чатах комьюнити. В этот момент в личке, как правило, вам начнут набиваться разные доброхоты, которые захотят помочь вам с выводом крипты и расскажут, как это можно сделать. Дальше мошеннические схемы могут быть абсолютно разные. От того, чтобы увести вас на фишинговый сайт, где вы приконнектите кошелек и он будет скомпрометирован, до того, что вас просто попросят скинуть какую-то сумму небольшую для подтверждения транзакции. Пусть даже на газ, они могут аргументировать это как угодно, но в конечном счете денег вы не увидите. Здесь вариативность очень большая, и поэтому нужно помнить одно простое правило. В личку, как правило, первым вам никто не пишет, зачастую это мошенники. Админы крупных каналов, админы официальных каналов, и даже я в своем канале никогда не пишу первым в личку. То есть всегда есть официальный какой-то аккаунт или официальный админ, который с меткой админ работает в чате поддержки, и он может вам ответить в публичном чате. И уже вы можете написать ему в личку первый, но сам админ первый никогда не пишет.
И еще один способ — это помощь с покупкой крипты. Здесь тоже много различных вариантов обмана, но лично я знаю один. С этой проблемой ко мне обращался подписчик и спрашивал, а где мои деньги? Условно говоря, как это работает. Вы хотите купить криптовалюту, общаетесь в каком-то тематическом чате по крипте, и появляется человек, который предлагает вам купить ее дешевле. Или, например, вы вообще не умеете покупать крипту и спрашиваете, как ее купить. И человек предлагает купить ее таким образом, что вы отправляете ему, например, фиатные деньги, рубли, например, или доллары, или любую другую валюту, а он вам за это оплатит криптовалютой на ту сумму, на которую вы хотите купить. Может быть выгодный курс, там уловки могут быть совершенно разные, или просто давление на неопытность человека и с шансом развести, обмануть его таким образом. Что происходит далее? Вы отправляете человеку деньги, и для того, чтобы, в общем-то, обман не сразу был раскрыт, человек может отправить вам криптовалюту, например, стейблкоин USDT. Но только вот проблема в том, что стейблкоин это не настоящий. Он будет называться точно так же и может даже отобразиться в аккаунте вашего кошелька. Деньгами вы его увидите, что вам пришло пополнение. Только вот это фейковый токен, созданный только что на коленке. Какая же защита? Ну, помимо того, что покупать лучше всего в официальных обменниках или криптобиржах. Кстати, как покупать на криптобирже я уже рассказывал давным-давно. У меня было видео, вот где-то тут появится ссылочка. Можете посмотреть, если не умеете покупать криптовалюту на бирже. Но в качестве проверки того токена, который пришел вам на кошелек, вы можете использовать сайт CoinMarketCap. И сейчас я вам покажу, как это сделать. Итак, открываем сайт CoinMarketCap и, допустим, вам продают криптовалюту Tether. Что вы делаете дальше? Вы нажимаете вот сюда вот, или же, если это другая криптовалюта, другой токен, пишите вот здесь вот в поисковике название монеты и находите эту монету на CoinMarketCap. Вот здесь сбоку слева у вас есть такая штука, как контракты. То есть обычно, если это токен, монетка, да, то есть торгуется на каком-то блокчейне, например, Tether не имеет собственного блокчейна, он торгуется на других блокчейнах, да, там на эфире, на троне и на других блокчейнах, то здесь вы увидите вкладку «Контракты». И в контрактах, нажимая «Больше», вы увидите различные контракты для различных блокчейнов. Например, вам отправляют USDT в сети Polygon, предположим. И вы можете скопировать этот контракт и сверить потом этот контракт. То есть вы этот контракт скопировали, записали его себе, куда-нибудь вставили. И после этого что вы можете сделать? Обратно переходите во вкладку «Криптовалюты». Вы покупали криптовалюту в блокчейне Polygon, находите здесь Polygon или пишите в поисковике Polygon, открываете криптовалюту, Polygon. Здесь у вас будут, соответственно, Explorer. Такая штука, как Explorer или обозреватель сети. И открываете polygonscan.com сайт. Далее вы вводите в этот поисковик адрес вашего кошелька. То есть тот адрес, который вы давали человеку, чтобы он отправил вам на него криптовалюту. И нажимаем поиск. Здесь мы увидим все транзакции по этому кошельку во вкладке Transactions. И мы можем посмотреть последнюю входящую транзакцию, например, вот эту, где написано IN. И для этого мы нажмем вот сюда на Transaction Hash, во вкладочку на сам хэш. И здесь в разделе Transaction Action мы можем увидеть, что было переведено. Например, мы видим, что было переведено 11 пол с биржи Bybit. Если бы здесь переводились USDT, то было бы написано USDT или был бы написан адрес контракта токен. Если это неизвестный какой-то токен или малоликвидный, здесь будет написан адрес контракта этого токена, и вы сможете сверить адрес этого контракта с тем адресом, который мы смотрели в CoinMarketCap. Он должен совпадать. Если адрес контракта не совпадает, значит вам залили какой-то скамный токен на кошелек. Интерфейсы могут отличаться в зависимости от того, какой Explorer или какой блокчейн вы используете. Но общая суть одинаковая. Вы сможете определить, откуда вам была переведена криптовалюта и какая это была криптовалюта, собственно, что это за токен и какой его адрес контракта, если это малоизвестный токен. И таким образом сверить с оригинальным контрактом, который вы видите на CoinMarketCap. Но даже если вы определите, что токен вам был отправлен скамный, вам это все равно ничем уже не поможет, потому что мошенник получил деньги. Хотя вы можете попробовать оспорить транзакцию через банк. Но лучше для того, чтобы в подобные ситуации не попадать, покупать криптовалюту только в проверенных криптообменниках, которые вы можете найти на сайте BestChange с хорошими отзывами, или покупать на бирже, криптовалютной бирже в разделе P2P, которой вы доверяете и с которой вы работаете. В принципе, стоит запомнить одно простое правило, что вам никто никогда не будет помогать просто так бесплатно. И, как правило, если человек пишет первый и хочет вам помочь, купить криптовалюту, да, или в чем-то еще, то, скорее всего, он просто втирается вам в доверие, чтобы вас обмануть. А по итогу может залить вам грязной крипты, которая была получена преступным путем, которую вы потом никаким образом обратно на легальные деньги не обменяете. Либо это будет сделать очень сложно.
либо обманет вас просто налив скамных токенов. Вариантов мошенничества очень много. Вот почему важно не просто совершать какие-то действия с криптовалютой, а разбираться в этом рынке и хорошо его понимать. И именно для этого я веду свой телеграм-канал, он у меня бесплатный, ссылочка на него находится в описании. И здесь, в этом телеграм, в закрепленном сообщении, вы найдете огромное количество различных гайдов и обучающих материалов, как для новичков, так и для более опытных. Для того, чтобы лучше понимать этот рынок, разбираться в нем и зарабатывать, а не терять. Новичкам может понравиться моя стратегия всесезонного инвестиционного портфеля в криптовалюте, который также найдете в описании. А более продвинутым инвесторам будут интересны различные стратегии, а также мой авторский индикатор. Все это вы найдете в телеге. Следующий вид мошенничества очень тупой, но он все равно рабочий, и люди очень часто на него попадаются. Особенно те, кто участвует в airdropах. Схема очень проста. Отправь куда-нибудь деньги и получи в ответ больше. Например, отправь $100 на какой-то кошелек и получи обратно $120. Мошенники просто создают фейковый аккаунт, который очень похож на настоящий аккаунт криптопроекта, наливают туда трафика, людей, и после этого пытаются сказать, что это новая активность в airdropе для того, чтобы поднять объем транзакций в сети. И проект вознаграждает, как правило, первых 100 пользователей или первых 50 пользователей, которые совершат эту транзакцию. Также появляются фейковые отзывы, фейковые скриншоты о том, что человек якобы реально заработал на этом, и новички, чувствуя фома, чувствуя, что они упускают возможность заработать, начинают слать туда деньги. Даже более того, иногда на небольшие суммы действительно приходит вознаграждение, и человек, чувствуя, что он зарабатывает, может отправить большую сумму, например, несколько сот долларов, но по итогу все равно потеряет. Потому что после отправки крупной суммы уже в ответ ничего, как правило, не приходит. Но бывают, кидают и на более мелкие суммы. Честно, я не знаю, кто эти люди, которые ведутся на такой развод, но такие люди действительно есть, и их много, поэтому считаю важным об этом рассказать. Следующая схема развода более искусная, это когда вам на кошелек приходят различные скамные NFT, типа вот таких, как вы видите сбоку, где вам предлагают перейти на сайт и заклеймить airdrop. Могут маскироваться под какой-то официальный проект, но как только вы перейдете на этот сайт и подключите кошелек, кошелек уже скомпрометирован. И в конечном счете деньги с этого кошелька могут быть списаны. Даже если их не спишут сразу, все равно риск работать с таким кошельком огромный, потому что вы не знаете, когда мошенник решит списать деньги с этого кошелька. Как защититься? Не переходить на подобные сайты, которые указаны в NFT. И работать только с теми NFT, которые вы знаете, что это, откуда вы их получили и которым вы доверяете. А также все ссылки брать из официальных аккаунтов тех проектов, которые вы дропхантите. И не брать нигде на стороне. Очень популярный вид мошенничества сейчас — это продажа чудо-токена. Когда какой-то автор телеграм-канала начинает пиарить чудо-токен, который завтра точно вырастет, и в качестве подтверждения приводит график, где цена постоянно растет. Это может быть honeypot токен, или это может быть просто мем-коин, который разгоняют в моменте, но важно понимать одну вещь. В конечном счете на этом заработает лишь автор канала. Honeypot токен вы купите на децентрализованной бирже и просто технически не сможете его продать. Ну нет такой возможности, не подвезли. Это вот особый вид такой скамных токенов. А какой-то рандомный неликвидный мемкоин автор может просто разогнать и обкэшиться об свою аудиторию. То есть покупает его заранее, после этого начинает очень агрессивно рекламировать его в своем канале. Люди покупают, создают искусственный спрос, цена вырастает, и на этих покупках об своих подписчиков разгружается автор канала, то есть продает этот токен своим подписчикам, после чего подписчики остаются с мемкоином, который никому, собственно, не нужен, и начинают его потихонечку продавать, избавляясь от этого актива. Кому-то, может, и удается заработать, но предугадать, когда, собственно, становится рост, практически невозможно. По итогу люди купили у мошенника мемкоин, который никому не нужен и который они потом никому не могут продать за какую-то хоть сколько-нибудь адекватную стоимость, потому что он просто никому не нужен. Начинают продавать друг другу, и когда становится понятно, что это скам, цена уже очень сильно падает, и люди в убытках либо на 50%, либо и того больше. Как защититься? Ну, во-первых, понимать, что когда идет слишком агрессивная реклама и по нескольку постов в день о каком-то чудо-токене, то, скорее всего, вас разводят. Во-вторых, зачастую это связано с торговлей на децентрализованных биржах. То есть новичкам достаточно будет пользоваться только централизованными биржами по типу Bybit, Binance и так далее. И не лезть в такие биржи, как PancakeSwap, до тех пор, пока вы не разберетесь в этом рынке получше. А также не переходить в разделы Web3 на централизованных биржах, то есть Web3 Bybit или Web3 Binance, до тех пор, пока, опять же, вы не разберетесь более глубоко о том, как работает блокчейн, как работает крипта. Тогда вы будете лучше понимать этот рынок и с более высокой вероятностью будете зарабатывать на таких сервисах, а не терять деньги.
И последний вид мошенничества на сегодня — это доверительное управление. Многие люди сейчас знакомятся с криптой, узнают про такие стратегии заработка, как аирдропы, как DeFi протоколы, где можно оставлять монеты в стейкинг и получать за это проценты, трейдинг и так далее. Схем заработка очень много, и люди понимают, что я бы хотел на этом зарабатывать, но мне так лень в этом разбираться. И что делают мошенники? Пишут в канале, что готовы взять ваши деньги и инвестировать их в децентрализованные протоколы, в премаркет и покупку токенов до выхода на биржу. То, что они будут заниматься airdropами и зарабатывать для вас. Что они будут торговать по своей уникальной торговой системе и берут ваши деньги в управление и будут торговать за вас. И это выглядит так правдоподобно, они еще и процент называют, что там берут 5, 10, 20% от прибыли от вас. Особенно, когда сумма 20-30%, вы думаете, ну это точно не может быть обман. Ну не может же человек называть такой большой процент просто так. Он реально собирается торговать на ваши деньги и зарабатывать. Но по факту все заканчивается одним и тем же. Вы теряете деньги. Мошенник просто их забирает себе и ничего вам в ответ не отдает. Более продвинутые мошенники, которые хотят на этом зарабатывать на дистанции, а не просто в моменте забрать ваши деньги, могут даже создать специальное приложение, где будут рисовать вам циферки на балансе, как растет стоимость активов на вашем аккаунте, как вы зарабатываете. И вам даже может это нравиться, и вы можете инвестировать больше и больше, но как только вы захотите вывести, вдруг окажется, что сервер лежит, или вам необходимо оплатить дополнительные сборы для вывода и так далее, и так далее, и так далее. Миллион причин для того, чтобы не отдавать вам деньги. Как защититься? Брать ответственность за свой капитал, за свои инвестиции, разбираться в этом рынке, инвестировать самостоятельно и брать ответственность за свой финансовый результат, за прибыли или убытки, а не искать волшебную таблетку или волшебного дядю или тетю, который вам разгонит капитал. Друзья, это далеко не единственные способы мошенничества. Мошенники каждый день изобретают все новые и новые. Ну а здесь же мы разобрали с вами базовые схемы мошенничества, которые поджидают новичка в начале его инвестиционного пути при знакомстве с телеграм-ботами различными и с мини-приложениями, с дропхантом. То есть новички, как правило, приходят в крипту сейчас через дропхантинг, через кликеры, через мини-игры в телеге. И вот такие виды мошенничества на данный момент наиболее популярны и поджидают новичка на каждом углу. Не забудь показать это видео своим друзьям, которые сейчас приходят в крипторынок, чтобы они не обожглись и не потеряли свои деньги. И, конечно, я буду благодарен твоей поддержке в виде лайка и подписки на мой канал. Ну а на этом у меня все. Увидимся в следующих видео. И, конечно же, всем профита!